Доброго времени суток. Сегодня продолжаем пилить мобильное приложение. Какие у меня цели стоят перед собой? Это максимально быстро закончить продукт, выкатить его в продакшн и познакомить с продуктом пользователей и посмотреть, как вообще реагирует рынок. Желание большое количество бесплатных, которая часть конвертируется уже в платные. И хочу это показать. То есть буквально от создания до продакшена и до первых денег хочу показать вот именно эту связку видео, чтобы это было все не теоретическое, не просто там настроил окружение и все, а вот полностью от нуля до денег. Ну и, может быть, там до финансового благополучия благодаря навайп-кодиному онлайн проекту. Вот. Поэтому, если вы смотрите это видео первое, то вот QR-коды, там первый из QR-кодов, это был QR-код на все видео с самого начала, то есть если вам понятно с текущего момента, интересно с текущего момента, добро пожаловать. Если вам интересно посмотреть с самого начала, то есть возможность откатиться назад и посмотреть весь плейлист, начиная с начала и заканчивая. Я работаю только в том программном обеспечении, которое я сам настроил. Мне говорили люди, что есть какие-то сложности с скачиванием PyCharm, и я посмотрел, что там лицензия позволяет разместить ссылку на скачивание. То есть это Apache 2, по-моему, лицензия, и она разрешает перераспределение бесплатное с авторскими правами, никак не измененный код. То есть вот вы можете все скачать, как у меня, и работать. И все инструкции есть. Это по окружению, это получается у нас плейлист окружения. Кстати, да, постараюсь вспомнить, добавить в вот эти вот QR-коды. Изменил еще английский язык, добавил в эти зеленые раздражающие надписи, потому что посмотрел, что больше, чем на 10 языках меня смотрят. Меня это удивило, во-первых, но, с другой стороны, приятно удивило, вот поэтому добавил еще к русскому языку английский язык. Может быть, кому-то будет, кто смотрит в субтитрах, будет понятней, что за странные QR-коды я предлагаю, что это там просто польза, ссылка на плейлисты в YouTube, и что туда безопасно переходить. Вот, поэтому объяснил вам, что происходит, какие планы, и давайте попробуем продолжить нашу разработку. Ну и стандартное мое сообщение, что многие блогеры говорят, вот я создал там IT-продукт за 20 минут, и вот у меня там $1 миллион. И вы пробуете, у вас не получается, после того, как вы посмотрите мои стримы, то у вас получится. То есть я показываю все пошагово, все сложности, которые возникают, я их разрешаю онлайн. Так что вы, можно сказать, подсматриваете за живой разработкой, за фактической работой веб-кодера, программиста, который создает продукт. Так что добро пожаловать. После того, как вы посмотрите видео, то у вас тоже будет получаться все, создавать свой продукт. Так что повышайте вашу IT-насмотренность. Добро пожаловать. Продолжаем. Так, значит, у меня перезагрузился компьютер, и поэтому нужно открывать заново контекст с нашими друзьями. Сейчас уже на опусе работаю. Давайте посмотрим, что я могу сказать нашему другу. Я ему могу сказать, что вообще мы делаем, в какой парадигме мы делаем разработку и что здесь происходит.
И что мы последнее хотим делать? Так, что мы последнее делали? Мы разобрались с автоматической уже работой вот этого имейла. То есть у нас должно все качественно работать. Change email. Нам подтянулся какой-то абсолютно новый. Мы удаляем, допустим, этот. Удаление сработало. После того, как удаление сработало, давайте попробуем добавить новый контакт. И сохранить. Не подтвержден, запросить подтверждение. Обновим здесь. Что-то пришло. Тыкаем «Отказаться». И переходим в соседнюю вкладку, возвращаемся, и здесь уже подтянулся отказ. Мы запросили повторно. Изменился статус на желтенький. Нам все нравится. Это все по техническому заданию. Ну, мне, во всяком случае, нравится. Согласен, спасибо. То же самое закроется эта вкладочка. Мы возвращаемся на главную, и даже уже на главной это подтягивается. То есть система вот там сработала, все окей, и здесь подтвержден контакт. Это хорошо. Мне нравится, это отработано и оттестировано. Здесь с файлами листалка работает, удаление работает. Если файлов достаточно, то листалка исчезает. Если файлы добавляются, то они добавляют листалку. Хорошо, мне здесь все нравится. Настройки у нас добавлены. Иконки более-менее все одинаковые. Так, мне не до конца нравится, как обрезается. Я люблю, когда конец виден. Сейчас надиктуем это. Сейчас в футере нашего приложения, когда я нажимаю лупу, то тогда слово «настройки», оно обрезается. То есть «настрой» и дальше идет троеточие. Мне нравится, когда показывается последние две буквы слова, троеточие и все, что поместилось из начала слова. То есть вот такое обрезание, когда видно и начало, и конец. Примени, пожалуйста, вот такую отправку. Это у нас фронтенд разработка, так что мы полноценно Так, он говорит о том, что прочитал, API понятен, спека подробная, контракт четкий. Контракт — это как общаться со мной и как я люблю, чтобы шла разработка. То есть он должен со мной спорить и доказывать, если я где-то предлагаю какую-то лютую дичь. Это по best practice абсолютно не подходит. Вот, поэтому я уже доволен и даю ему первые задания, что необходимо делать. Параллельно я понимаю, что могут какие-то возникнуть еще задачи по серверной части, поэтому я еще должен запустить дополнительно. Вот у меня здесь появилось, да, клауды по серверной части, и переношу его на дополнительный экран, чтобы он нам не мешал. Здесь мы одобряем все двоечкой. Так, у нас не появилась двоечка, я не включил трансляцию клавиатуры. Сейчас включил трансляцию клавиатуры, и все, что я печатаю, вы видите здесь. Отображается. Готово. Давайте посмотрим.
Мы изменим настройки. Возможно, нам необходимо перезайти в само приложение, чтобы подтянулись эти изменения. Тогда я закрываю. Я слистываю приложение полностью принудительно на телефоне. И опять же запускаю его, чтобы все отработало. Не получается подключиться. Server connection, fatal error. Давайте я попробую просто отключиться от мобилки проводом и подключиться. Я надеюсь, что там существенно плохого ничего не... Ну вот, да, все сработало. Спинка завелось. Загружаем заново наше приложение. И смотрим, как там сейчас будет все отображаться. Может, вообще все крашнулось и ничего не будет показано. Глянем. Открой Xpago, нажми лупу. Да уж, пытаюсь открыть приложение. Но оно как-то не открывается. Так, давайте я еще раз перезагружу само приложение. Первая попытка неудачная. То есть у нас сейчас... Ну, скорее всего, он что-то сломал. Если до этого все загружалось, а сейчас не загружается, то какие выводы? До этого бодренько загружалось, так что все сообщаем ему об ошибке. А сейчас приложение перестало запускаться, то есть идет вечная загрузка. Я вижу белый экран, справа вверху какой-то артефакт, как точечка черненькая или как звездочка черненькая, и идет вечная загрузка, и приложение сломалось. То есть оно сейчас перестало загружаться после твоих изменений. Да, мы бы с удовольствием проверили работоспособность, но все сломалось. Причем, ну, поменял там буквально сколько? Там 10 строк здесь, там 2 строки, одну строку здесь. Подозреваю, Tab Bar Label через Screen Options корректно работает в большинстве версий React Navigation Bottom Tabs, но не во всех. Некоторые версии ожидают его только в Screen Options. Это может приводить к крашу рендера. Но прежде чем гадать, давай посмотрим лог. Мой код синтаксически правильный. React. Так, действие. Ну, то есть он предлагает откатиться и глянуть, будет ли запускаться приложение, то есть действительно ли он
вот этой вот небольшой правкой сломал приложение. Ну, хорошая, да, догадка. Откатиться назад и посмотреть, что будет. Может быть, вопрос. Отвалилось где-то что-то в другом месте. Ну, наверное, надо опять полностью выйти из приложения. Это будет более корректный путь. И заново загрузить полностью все приложение. И ExpoGo, и само приложение для того, чтобы посмотреть, что там и как. И все равно какая-то у нас сложность с загрузкой приложения. Так, ну давайте вообще тогда перезагрузим телефон. Потому что надо это как-то разрешать ситуацию. Так, перезагрузить. Приложение все равно не запустилось, значит, проблема не в коде, который ты написал. Очень было умно с твоей стороны предложить откатиться по твоим правкам назад. Да, они были ни при чем. Проблема в чем-то другом. Сейчас перезагружаю телефон и заново его хочу переподсоединить, потому что, ну вот, как только мы начали работать, вроде бы все работало, хотя это оставшееся приложение, которое мы еще загрузили со вчера, оно не обновлялось сегодня, так что, может быть, какие-то другие правки. Или, может быть, проблема в самом телефоне, который я сейчас перезагружаю. Сейчас будем тестировать, что там и как. Ну, интересно, да, то есть чем больше мы глюков каких-то поймаем на нашей стороне, тем легче пользователям будет уже взаимодействовать с приложением. Потому что если пользователь поймал краш какой-то, то, ну, скажет, фу, какое плохое приложение, не буду им пользоваться. А если мы поймали какой-то краш, мы такие понимаем, о, надо докрутить здесь, здесь и здесь, и будет все плавно, смуз работать. Мобилка еще загружается, но я даже не знаю. Тогда я останавливаю запись и продолжим потом. Так, телефон перезагрузился, там сделалось какое-то обновление приложений. Ну, окей, хорошо. Обновление, так обновление. Пробуем опять его запустить. Отзеркаливание происходит. Пытаюсь зайти в приложение. Печалька какая-то. Ты знаешь, вот есть проблемы с загрузкой всего приложения. Сверху то, что точечка такая была, там написано, это просто заряжается. Это значит, сквозь ExpoGo просвечивает просто факт того, что мобильный телефон подключен к компьютеру и идет через провод зарядка. Такой же белый экран и такое же вращение, то есть ничего не получается, ничего не изменяется, и приложение не загружается. Какие гипотезы могут быть, я даже не знаю. Давай попробуем откатиться еще к какой-то более предыдущей версии, потому что сейчас пишет something went wrong. Sorry about that. You can go back to Expo Home and try to reload the project. Вот. Ну и домой кнопочка. Перезагрузить. Здесь еще есть View Error Log. И здесь пишет uncaught
error Java IO. Ну, я тебе сейчас пришлю прямо, что там пишется, чтобы ты посмотрел. Так, идем в наш скриншот в текст. Копируем, вставляем и стараемся починить то, что у нас отвалилось. Копируем и идем в наш терминал приложения, вставляем и то, что надиктовали. Да, в принципе, хорошо, что здесь есть логи ошибки. Хоть и написано, что непойманная ошибка, но может быть вот эта непойманная ошибка и все вокруг как-то поможет понять, что не так. Отлично, теперь ясно, это не код вообще, откатываться дальше бесполезно. Java IO IDE exception failed to download remote update означает, что приложение Expo не может скачать JS Bundle, то есть проблема между телефоном и Metro Bundler, который работает у тебя на компьютере. Код тут вообще ни при чем, даже идеально рабочий код не скачается, если канал доставки сломан. Вероятные причины по убыванию вероятности. Телефон и компьютер в разных Wi-Fi сетях, например, телефон отвалился. Но у нас по... Запусти Expo сервер. Ну, то есть он варианты предлагает. Но, во всяком случае, из его вариантов я понимаю, что что-то сломалось, там Wi-Fi, еще какие-то догадки, но просто я думаю, что он не запускал ExpoGo сервер, и поэтому мы не можем к нему подключиться. Да. А почему это произошло и почему я забыл, что это вообще нужно делать? Потому что я долго не перезагружал компьютер, и я оставлял его или включенным, или в гибернацию я его отправлял для того, чтобы сохранить сессию рабочую. И я забыл, что надо вот поднимать локальный сервер, чтобы ExpoGo работал. Да, вот такая вот банальная штука. Ну, он такие сложные, видите, варианты там предлагал, а все намного проще. Я думаю. Ну да, сейчас уже что-то там загрузка пошла. Пин-код у нас уже проверяется, система проверяется, контакты. Ну и сейчас можно ему предложить те изменения в код, которые ты сделал, накати их, пожалуйста, обратно. Да, вот такие вот моменты. Вроде бы мелочи, да, надо их помнить. Ну и опять же, то есть не полагайтесь на ишку, то есть он бы увел вас в сторону там на часы буквально, если бы вы тестировали все его гипотезы. Так что, ну, хорошо разбираться в том, что вы делаете, хотя бы на уровне логики. Готовы правки. Так, давайте посмотрим. Настройки. Так. Последние две буквы. Троеточие. И
все, что поместилось до. Давай так. Да, все вижу. Спасибо. Это уже совсем другое дело в разработке. Значит, у нас мы пин-код добавили, но мы его не оттестировали. Вот эти кнопки мы тоже не оттестировали. Давайте нажмем «Проверьте меня». Функция в разработке. А меня похитили. То есть он сделал просто как-то там жесткую связку, а после моей просьбы он уже вынужден дополнительно смотреть на размер, что помещается. Ну, то есть хорошо, что мы как раз контакты. Я не помню, кстати, как было. То есть вот если глянуть контакты, то, по-моему, они помещались, и только настройки были у нас так вот. Ну, ладно, в принципе, ничегошно так. Контакты, файлы. Хорошо. Давай сделаем, что записывается кусочек аудио файла. Кстати, это работает и на Android, и на iOS, или только на Android будет работать? Так, он рассказал. Считаю ширину одного таба, screen width, под иконку и паддинги, делаю на ширину символа, грубо. Если слово длиннее, последние две буквы фиксированы. Ну, окей. Нормально работает, кстати. Commit push. Сделаем. Сначала по платформам работает на обоих. Expo предоставляет Expo Audio, а новая либо рекомендуется, или старая Expo AV. Оба умеют записывать на iOS и Android одинаково, разница только в системных нюансах. iOS нужно прописать. Без этого Apple крашит при запросе permission. Android permission Expo добавляет автоматически, когда импортируешь либо фоновая запись. Если приложение свернули, на iOS нужен UI Background Mode Audio, на Android Foreground Service. Это уже сложнее, для паник сценария важно, но не для Proof of Concept. Конечно, полная интеграция в паник. Тут не такая космическая, там, not a rocket science, чтобы разбивать на какие-то подзадачи. Ну, мне так кажется. Так, это получается, надо будет еще тестировать это на iOS. Надо будет подкидывать еще сюда iOS. Надо посмотреть, как там происходит зазеркаливание iOS. Да.
А пока спросим у серверного. Ему надо накидать контекста, то есть как со мной работать, чтобы он понимал и знал. И документация. Наверное, архитектура ему закинем файл. Наверное, надиктуем ему. Так, здесь уже запушил. Возвращаясь к аудио, ты выбрал полная интеграция. Прежде чем кодить, давай согласуем план. Очень хорошо. Фича непростая, есть несколько архитектурных решений. Что нужно сделать? Установить Expo Audio, новая либо рекомендуется в SDK. Expo камера включает фото, но сейчас только аудио, как я понял. Подписать. Создать функции. Ну, круто. Точки для обсуждения. Длительность 30 секунд по спеке. Да. Запись в фоне, если юзер свернет приложение во время записи на iOS, прервется без... Добавим сразу, или это фасты? Давайте сразу буду надиктовывать ему. Да, я подтверждаю, что 30 секунд это окей. Запись в фоне, да, пожалуйста, сделай все, что необходимо. А что необходимо серверному разработчику, то дай ему техническое задание, что он должен сделать, или проверить, что сделано, а что не сделано. Может быть, это уже сделано. Да, ну вот сейчас мобильный телефон в любом случае сделал так, что загорается зеленая галочка, там такая кнопочка на фронт-экране, что идет обращение к аудио или к видео. То есть в любом случае, даже если какого-то уведомления не будет, то человек поймет, что в его руках мобильный телефон, который записывает либо аудио, либо видео. То есть в любом случае мы от этого не уйдем. Нужно ли какое-то уведомление? Да, я так понимаю, что уведомление нужно. Какое уведомление нужно по закону? То есть, исходя из Google, из iOS, я думаю, что мы должны как-то, с одной стороны, правдиво сообщить пользователю о том, что происходит, но я хочу, чтобы ты проверил, есть ли у нас такая обязанность или нету, потому что тот же TikTok, он считывает микрофон в фоне и просто анализирует, тот же Instagram это делает, тот же Facebook это все делает, тот же Android это все делает просто в фоне, и если я скажу там какую-то там «Привет, Google» или что-нибудь такое, то он автоматически проснется, даже если спал. Вот, поэтому уточни, может быть, для таких вот меньших разработчиков, которые не такие глобальные, более жесткие правила, но вот нам надо понимать, какие законодательные ограничения у нас есть. Обязаны ли мы выводить какое-то всплывающее сообщение о том, что идет запись, потому что, да, действительно, если кто-то кого-то украл, и вот этого человека, который насильно кого-то удерживает, если он будет знать, что он записывается, то он начнет нервничать. То есть это как-то не совсем круто и не совсем правильно. Да, тестирование будет на реальном телефоне. С реальным микрофоном. Есть Android, есть iOS. Android прямо сейчас подключен, iOS надо будет подключать и тестировать. В будущем я еще не разобрался, как подключать, поэтому сейчас будет тест только на подключенном реальном устройстве Android. Так что с тебя либо новые вопросы,
так же коротко, как ты сейчас дал мне, это хорошие были классные вопросы или техническое задание бэкэндеру в зависимости от того, что необходимо решает. Я очень надеюсь, что все записывалось. Хоть и визуального отображения нету. Да, все записывалось. Это хорошо. И загрузим наш ответ в разработку и глянем, что там у нас серверный наш. Почитал уже. Почитал. Проверь факт. Актуализируй файлы о проекте. У нас там еще фигурирует SQLite, с которого я начинал, но потом я уже перескочил на Postgres, базу данных для очереди входящих запросов. И пришлось переписать серверную часть существенно, потому что SQLite для этих задач для нашего сервака вообще не подходит. То есть это слишком такое вот на коленке, слишком там для одного человека, который работает, и тогда это хорошо. Если хотя бы там, я не знаю, 100 человек стучатся одновременно, то, безусловно, SQLite вообще не подходит. Хороший вопрос. Это юридическая часть, а не код. Прежде чем кодит, давай я узнаю, что мы обязаны делать. Делегирую search, чтобы быстро собрать факты. Окей, отлично. Он создал агента, который начал юридический поиск и не забивает свой контекст. Это очень классно. Мне нравится. Я очень доволен, что ты нанял субагента для веб-поиска, для того, чтобы у тебя сохранялся полностью твой контекст, сосредоточенный на кодинге. Это хорошее решение, спасибо. Мы это надиктуем, но отправлять пока что еще не будем. Серверный у нас знакомится с архитектурой, вспоминает, где что находится, смотрит, как сервак у нас поднят, и актуализирует информацию в технической документации, потому что она была уже устаревшей. Фронтендер у нас вроде бы агент уже что-то ему ответил, и тогда ждем ответа уже от нашего заказчика. Наш заказчик — это наш фронтендер. Серверный переписывает документацию. Так, хорошо. Что у нас? Краткое резюме, ресерч, чтобы тебе быстро понять. Ой, хорошо, как быстро. Что обязательно нельзя обойти? iOS, оранжевая точка и Android зеленая точка. Это операционная система. Скрыть не может, да? Да. Похититель их увидит на скрин, да? Android Foreground сервис с типом микрофон. Постоянное уведомление в шторке обязательно по политике Google Play. Скрыть нельзя. Хорошо, да. NS, микрофон, usage, discretion должен быть конкретным. В момент panic pin запись 30 секунд отправляется экстренным контактом. Расплывчатый текст нельзя. Отказ Apple. Consent при setup pin.
отдельный экран с объяснением, что произойдет при тревоге. Privacy Policy с описанием, что записываем, кому шлем, сколько храним. Давайте сразу. У нас в проекте есть, где мы храним документацию. Здесь я бы, наверное, создал внутри папки Docs отдельная папка юридические требования, и туда я тебя попрошу сделать вот эти вот все заметки, может быть, даже подробно, для того, чтобы потом искусственный интеллект мог подхватить и все сделать. Так, и пока он это делает, то мы будем дочитывать. Что не обязательно. In-app баннер идет запись, iOS точка покрывает требования, Apple можно не показывать. Ну, внутри приложения не обязательно, но я так понимаю, что здесь мы обязаны вверху в уведомлениях показывать. Согласие похитителя. Закрывают Vital Interest, GDPR, Safety Exceptions в US. То есть похититель не должен давать согласие, потому что по GDPR это все окей. Это исключение, которое ради безопасности пользователя. То есть у похитителя не будет окно, что подтвердите, что вы согласны. Прецедент BeSafe и Live 360 SOS делают то же самое, записывают аудио на SOS без in-app баннер, одобренный в обоих странах. Окей. Прецеденты тоже добавь туда. Полезная информация. Так, план реализации с учетом этого. Установить Expo Audio, новое либо SDK, изменения в приложении, визуальное, программирование, что запускает, серверу техническое задание уже вроде бы написал. Давайте посмотрим сервер TodoMD. Вот это новое. Я бы сказал, что еще абсолютно не готово техническое задание. Оно не дописано. Поэтому передавать его дальше пока что не будем. План реализации. Ну, делай. Так, он предлагает все в одном. Research, обязательные дисклоужеры, готовый текст. Разбить сразу. Чтобы он записал все в разные файлы, и чтобы, если мы работаем с какой-то частью, чтобы не забивать лишний контекст тому, кому это не нужно. Так что сразу тематически. Да, и добавляет в Project Design. Хорошо, что мы сразу начали с основополагающих файлов, поэтому он помнит и понимает, что нужно обновить ссылку.
А после того, как ты напишешь юридическую документацию, то ты сразу напиши техническое задание серверу. Причем это лучше, чтобы если есть какие-то важные файлы, вот у нас там в документации, которые тебе важны, то ты их храни. Если у нас там... Я вообще планировал, что это будет какой-то один перезаписываемый файл для того, чтобы я мог переслать его серверному разработчику, то есть чтобы эти файлы не плодились, и чтобы мы его перезаписывали. Можно сказать, что там может храниться один temp.md, который постоянно перезаписывается. То есть если ты хочешь что-нибудь сообщить серверному разработчику, ты просто туда загрузил, я взял оттуда, и энтерами не сломалось все, что в CLI ломается, когда строка перебрасывается на новую строку. Вот. И тогда у него более точная и правдивая информация от тебя. Я не выступаю как испорченный телефон. Вот. Но создавать именно новые файлы с новыми названиями, это же не документация по нашему проекту, а темп-файл, который постоянно перезаписывается. Поэтому актуализируй, пожалуйста, какие файлы нам нужны, а какие можно удалить, ну и лишние удали. Я про MD-файлы внутри Docs. Ну или, может быть, чтобы сразу было понятно, создать там папку temp, и внутри temp.md, где будет первая строчка, что этот файл для общения с серверным разработчиком, для отправления ему технического задания, чтобы CLI не ломал энтерами разрыв строки. Вот, и отправляем, а пока он будет уже что-то делать, то мы читаем, что он написал. Так, он создает юридические документы, документы по compliance, что мы должны раскрывать пользователям. И глобальный readme файл. Ну да, создание приложения — это не всегда создание кода, это еще бухгалтерские моменты, это еще юридические моменты, финансовые моменты. Чтобы выкатить продукт, вам сразу надо быть чуть-чуть везде. Ну, а когда уже пользователи живые пойдут, то уже можно нанимать просто локальных специалистов в той юрисдикции, где находятся пользователи, для того, чтобы уже подхватывали это все на профессиональном уровне отдельные специалисты. Ну, во всяком случае, у меня такой взгляд на происходящее, что должны заниматься лицензированные профессионалы своего дела. И если уже заходят деньги, то аматорски это уже, нельзя делать. Просто столкнемся тогда с штрафами какими-то, которые будут больнее, чем заплатить дорого дорогим, хорошим, лучшим специалистам в рынке. Понял план, прочесть существующий сервер TodoMD, перенести их содержимое, создать doc.temp.md, перезаписываемый с пояснением сверху, удалить старый сервер to-do, сервер email copy или объединить в temp, уточнить про спек-файл. Окей, да, все правильно. Серверный пока актуализировал файлы и документацию. И committed пушит. Так, вот он говорит, что две актуальных правки текста писем. Я
волнуюсь, потому что, скорее всего, что если текст писем, то я знал, что это должен быть серверный. И поэтому я думаю, что я сразу серверному отправлял. Поэтому есть волнение, надо почитать, что там. Клиент готовый реализовать 30 секунд аудио. Ага, так. Надо почитать, что за две актуальные правки текста писем. Temp MD. Давайте сразу его откроем и будем читать в активном режиме. Temp MD. Давайте его сразу добавим в отслеживание. Ctrl-Alt-A. И глянем, что здесь он нам рассказывает. View, Soft Wrap. Или как wrap. Контекст. Клиент готовый реализовать 30 секунд аудио. Хорошо. Нужно проверить и при необходимости добавить 3 серверные обязательные обязанности, описанные ниже. Также 2 старых пункта по тексту email. Текст. Давайте по поиску глянем, где тут у нас текст имейлов. Да, вместо доверенный экстренный, да, это я просил. Было такое. Придет быстро, да, ниже шанс, что ваше письмо попадет в спам, да, было такое. Хорошо, что все в документы складывается, то есть мы актуализируем документы, и ИИшка может найти какие-то хвосты, которые, где-то потерялись, но я поддерживаю, что это должно быть сделано. Подтвердить или реализовать, подтвердить, добавить, подтвердить или подготовить минимальный флоу, проверить при необходимости поправить тексты 2 имейлов. Ответ ожидается по каждому пункту. Done, planned, not apply, applicable. Краткое объяснение. Связанные документы. Классненько написал, мне нравится. Супер. Как освободишься? Так, он запускает тесты там. Я скопировал все и загрузил ему этот документ на изучение. Это пожелание фронтендера. Что думаешь по этому поводу? Желательно коротко. Тесты прошли и закомичено. Теперь разбираю ТЗ клиента. Я сказал, что это не ТЗ клиента, а что это фронтендер, и поэтому можешь спорить, если что-то не так. Если все ок, сделай, плиз, что нужно. Так, понял, это пожелание фронта, не запрос на немедленную имплементацию. Это запрос на немедленную имплементацию. Сначала быстро гляну email шаблоны, пункты 4.5, там уже могло быть исправлено в прошлых коммитах, и тогда комментарий получится точнее. Да, в принципе, можно начать с каких-то мелких правок, пока он их помнит, пока он их не забыл. Давайте почитаем, что у нас здесь пишет. Дополнил у нас проект дизайн. Супер. Отлично. Готово. Что сделано? Обновились документация, удалено, обновлен Project Design.
сохраняя конвенцию про темп в memory, и остается вопрос, что делать с spec panic mode md и spec push registration md doc. Они нам нужны. Давайте надиктуем. Добавляют ли они что-то для понимания? Ну, допустим, ты забыл проект и не знаешь, что происходит. Ты почитал Project Design, и какие-то отдельные функции, это нормально, что будут описаны в каких-то документах. Легче почитать документ и потом продолжить качественную разработку. То есть я не стремлюсь удалить все файлы, я стремлюсь, что Project Design у нас хранит ссылки, где что находится, и в зависимости от того, что необходимо, ты идешь туда и смотришь более детальную информацию, если тебе необходимо. То есть, если это полезные файлы, которые несут в себе информацию по инфраструктуре фронтенда и как заложена логика мобилки, они пусть будут. Если у нас какие-то еще функции реализованы, и их логику тоже надо зашить в отдельный документ, но именно тоже кратенько, так вот для ИИшки. То есть искусственный интеллект пишет для искусственного интеллекта. Вот такие вот короткие заметки по инфраструктуре, что как работает, какая логика реализована, то можешь их еще даже досоздать. Вот. Поэтому вот у меня такой вопрос и предложение, то есть как тебе считается, нужны ли эти файлы, нужно ли их удалить или нужно ли создать еще какие-то дополнительные. Так, мы ему ответили, смотрим, что тут серверный, готово, что сделано, бесспорно. Пункт 5. Текст accept страницы в Contact Verify исправлен на то, что я хотел. Жду решения по пунктам 1, 2, 3, 4 моей спорной позиции выше, коротко. Удалить файлы сразу после успеха resend, а не в течение часа. Расширить Panic Events, Panic Media вместо отдельной таблицы. Delete API User Me. Доверенный, экстренный, нужна замена или оставляем доверенный. А что, он выше где-то что-то описывал? Да. Так, ну, пока я серверного читаю, вам это будет неинтересно, то я останавливаю запись. Так, наш фронтендер, Spec Panic Mode, 532 строки, раздел 1.2, контекст, архитектурные принципы очень ценные, объясню почему. Ну окей. Spec Push Registration, конкретный код реализации устарел, что осталось ценным, серверные триггеры. Мое предложение создать Docs Architecture, папка AI for AI, коротких заметок по подспискам, да, переписать, да, переписать, удалить, да, не создавать сразу, Outflow MD, Pin System MD, создаем по мере того, как трогаем фичу, тогда контекст у меня свежий, а доку пишу за минуту. Да, согласен, делай. Это хорошо. Так, готово. Наш фронтендер закончил кодить, собирать всю документацию, и он выписал структуру, выписал все уже для AI, что ИИшка для ИИшки пишет.
Создано, удалено, обновлено. Не закоммитил. Да, коммити push. Из полезного, что могу сказать, это бэкэндер, я его попросил работать в TDD-шке, Test Driven Development, то есть вначале он выписывает все тесты, а после этого уже занимается разработкой. А с фронтендером он вначале разрабатывает, потом уже я тестирую, работает это или нет, можно так сказать. Ну и разрешаем ему разрабатывать. Серверный там трудится пока. Даем возможность и фронтендеру тоже заниматься разработкой. Фронтендер нам отчитался, что он выполнил все от него зависящее. Expo Audio установлен, Expo CLI добавлен, его плагин автоматически, iOS добавлен, Android разрешение, Expo Audio, JSON валиден. Важно понимать про Expo Go foreground. Recording в Expo Go будет работать. Expo Go имеет дефолтные permissions для всех Expo SDK lib. Background recording не работает. Ну да, потому что нам нужно зайти внутрь приложения, чтобы сработала эмуляция. Поэтому background не будет работать, потому что мы выйдем из самой эмуляции. Да, продолжай. Все пока логично. Я совсем согласен. А что мне нравится, что он делает правильные пояснения. То есть вот начинает файл с того, почему у нас нету внутри приложения уведомления, потому что это соответствует правилам, guidelines для iOS, для Android, и они зафиксированы там-то в юридической документации. И поэтому, когда он уже, ну, допустим, потеряет память и будет работать с этим файлом, то он будет понимать контекст, почему именно заложена такая логика. Я очень рад, что именно так он выписывает, но он так выписывает именно потому, что я создал контракт, как я хочу, чтобы он со мной работал. И это вот правило того, как он со мной работает, и это помогает мне в разработке. Вот, так что, да, делюсь полезностями. Так, фаза D. Готова Panic Media. TypeScript ОК. Теперь два варианта продолжения. Сначала фаза B. Consent Screen, гейт в навигации. Legally правильный, но большой объем правок. Тестировать запись сразу не получится. Сначала фаз E минимально. Триггер только в красной кнопке Home Screen, без пин-триггеров пока. Proof of Concern. Проверим, что запись работает. Concern добавим следующим шагом. Я бы сделал бы сейчас, критично убедиться, что технологически все работает. Ну, давай. Технологически все работает, да. По-быстрому проверить это логично. Хорошо. А почему для меня оркестратор не работает? Потому что то, что рекомендуют ИИ мне сделать, где-то в 30% я не согласен с этим, и поэтому мне необходимо активно участвовать в разработке. То есть, когда ИИшка одна предложила что-то, вторая ИИшка, я вот тестирую, то есть фронтенд, предложил что-то для бэкэндера. И бэкэндер, он где-то угадал, что мне нужно, исходя из прошлых диалогов, часто очень мимо. И очень мимо это часто даже связано с архитектурой, которую потом очень сложно переделывать и переписывать. Поэтому на данном этапе я пользуюсь вот таким вот ручным управлением, чтобы создать с первого раза и то, что мне необходимо, а не создать как-то, а потом думать, как это переделывать тройными усилиями.
мне не до конца понятно, какой путь более эффективен. То есть, если действительно оркестратор может создать приложение до конца без моего участия, может быть, это было бы дешевле по ресурсам временным. Но что я видел, что оркестратор работал, все токены списал недельные и ничего не сделал. И потом я 5 дней сижу без токенов и ничего не могу делать. Ну, то есть мне эта ситуация не понравилась, и поэтому вот я делаю то, что я делаю. Так, тестируем на телефоне. Давайте сейчас закроем. Если он перезапустил, то давайте перевыйдем из приложения глобально, просто даже из самого приложения. Перезапустим. Так, запись у нас ведется, аудио пишется хорошо. Запускаем наше приложение. Входим внутрь нашего приложения. ExpoGo. Загрузка идет, вроде бы уже что-то. Пароль 1.1. Входим. Это безопасный пароль, а небезопасный тревога это 2.2. Контакты подтверждены, файлы приложены, настройки. Хотел уже потыкать пуш-уведомления, но ладно, мы сейчас не это тестируем. Мы тестируем меня похитили, подтверди тревогу. Я тут не согласен. Если у нас уже настроена функция запись аудио, то у нас есть дэшборд в главной, которая проверяет, выдано ли разрешение. Сейчас написано, что эта функция в разработке. Если мы ее уже разработали, то эта проверка должна работать в самом начале, чтобы мы выдали разрешение на уровне устройства, а не нажимать панику. Когда человек нажимает панику, у него уже нет времени проходить какие-то проверки. Вся система должна уже работать. Исправь, пожалуйста, это. Видите, то есть, искусственный интеллект, он делает то, что ему проще сделать, наверное, но не из логики самой ситуации. Хотя, я не знаю, такой умный может же придумать ситуацию, прожить ее, но вот не делает, ленится. Говорит, понял, ты прав, функция готова, дэшборд должен это отображать и давать, запросить permission заранее, делаю по аналогии с GPS. Ну, конечно. Пишет, говорит, готово, тестируй. Давайте тестировать. Тестировать все, да, и мы видим, что микрофон нет разрешения. Давайте при использовании приложения. Пусть он закоммитит и запушит. Значит, сейчас, если нажать «Меня похитили», то это должно затриггериться. Это может быть страшно для них. А для самого человека, который это нажимает, это не страшно, если он такую кнопку нажимает тревоги. Тревога отправлена, письмо ушло одному контакту, файлов 3, доставленных писем 3. Окей. Смотрим наш email. Пришло письмо из 3 файлов. Файл 1.
файл 2, файл 3. Файлы пришли, но нету аудио, которое было прислано. Пришло 3 файла, но не пришел аудиофайл, который был записан, и не было уведомления, что было записано аудио. Ты реализовывал запись аудио, что оно происходит и что оно отправляется? Я постараюсь выключать запись, когда он просто думает, чтобы экономить ваше время, и включаться только на получение какой-то информации от него интересной, моя реакция на него, то есть, ну, то, что может нести какое-то обучение, пока он просто думает, то я выключаю. А есть ли логи, которые мы пишем по пользователю, то есть что происходило, куда он заходил, что нажимал? Давай мы вот это вот все будем писать, такой вот лог, и храниться это будет, ну, допустим, 1 неделю. Какая логика логирования? Я хочу, чтобы логировалась первая. Выполняется какая-то функция, и если внутрь функции код зашел, то мы логируем, что в эту функцию код смог зайти. А потом мы логируем факт того, что выполнился ли код этой функции или не выполнился. Ну и, соответственно, мы будем знать, где обвалилась наша логика благодаря этому. Файлы сохранятся автоматически неделю и потом перезаписываются. И если пользователь поймал ошибку, то у нас там было такое, что у него спрашивают, отправить ли файлы логов для понимания сути ошибок, и мы получаем все логи тогда за неделю, которые содержат вот именно технические данные, чтобы мы могли поправить код. То есть нам не нужно никаких секретных данных пользователя, нам нужно только улучшать свой продукт. И там у нас есть такое, что если краш какой-то появился, то отправить системную ошибку и логи. И давай, наверное, даже добавим вверху чуть-чуть правее, то есть левее, чем лупа, значок такой в виде жучка, баг. Туда, когда человек нажимает, то делается скриншот, что он видит. Он может написать сообщение и нажать кнопку «Отправить сообщение об ошибке» и отправить логи вот эти вот за неделю. И там же у него запрашиваться должно, дает ли он согласие на автоматическую отправку вот этих логов об ошибке. И если он дает согласие, то нам должны эти логи, если где-то что-то зависло по этим логам, то нам должна эта отладочная информация отправляться. Реализуй, пожалуйста, эту логику, и эти правила отрази, что я именно так хочу все строить приложение, отрази в проект-дизайне в нашем файле. Можешь начинать разрабатывать. Ну, мы что-то другое напечатаем ему. То есть он говорит, что он не может оттестировать.
И я как раз уже, ну, предвидя это, выписал ему правильную логику, что ему необходимо ответить. Пишет: большая задача, прежде чем кодить, должен с тобой обсудить. Есть несколько архитектурных решений. У нас уже частично есть телеметрия в проекте. Давай ее почитаю и сделаю обоснованное предложение. Ну, класс, мне нравится, да, круто. Так, спасибо, что прочитать. У нас уже есть фундамент телеметрия и серверный endpoint. Тоже описан, но сейчас он только для ошибок. Activity log зашит в функцию вышли нет. Очередь в RAM теряется при рестарте. Нет недельной ротации, баг иконки и скриншота нет. Автосенд при крашах не настроен. Это большая задача, 5 задач. Перед тем, как кодить, ключевой выбор. Что логируем? Entry, exit. Все функции. Это моя принципиальная позиция. Какие этапы реализации? Этап 1 сразу, логирование, аудио, flow, recommending. Все вместе большим коммитом. Все вместе. Он быстро это все сделает. Он говорит, подготовил. Интеграция логирования, все запросы, каждый шаг, краш, докс, зависимости, как диагностировать аудиобаг сейчас. Давайте, да, commit и push, правильно он подсказывает, но давайте мы ему дадим файл почитать. Ответ серверного разработчика нашего. И, может быть, он что-нибудь там автоматически сделает. Может, у нас все работает на самом деле. Но, кстати, интересно, да, сколько он там файлов. 11 файлов поменял. Да, привык, что здесь это вкладочка. Или это то, что он в коммит даже не включал. Не знаю. Ну да, серверщик ему уже ответил фронтендеру, и он почитает и запушит, закоммитит. Так, если он говорит, что он уже накодил нам баг-репорт, да, накодил. Класс. Давайте глянем, как работает. Скриншот прикольный, а куда дальше тыкать, вообще непонятно. Нету кнопки отправить. Смешно. Забавно очень. Так, говорит, полная инфраструктура локального логирования. Учтены ответы серверщика. Новый паттерн двухсторонний зафиксирован в memory. TypeScript OK. Дальше тапни. Ну, а ты настроил, что аудиофайл отправляется на сервер, и с сервера отправляется emergency контакту? Сделай, пожалуйста, это. Да, все уже настроено и закомичено. Вот конкретные места в коде.
Нужно диагностировать. Окей, ну то есть я тогда просто запускаю. Меня похитили. А здесь мы видим, что у нас вся система работает. И уведомляю. Я думаю, это баг, то есть мы должны отправлять повторно. Так, ну, фронтендер говорит, что все настроил. Давайте пробовать тестировать. Ага, у нас здесь ошибка, которая выглядит вот так. Мы ее скопируем в скриншот в текст. И в том числе ему скормим ответ серверного. Чтобы он его почитал. Плюс еще вот эту ошибку. А что там происходит? Там происходит, что блокировка на уровне фронтенда не происходит повторная отправка сигналов при нажатии кнопки. То есть он говорит, мы уже нажали кнопку тревога, поэтому все, что вы еще от меня хотите. То есть уже не срабатывает. Ну да, та же ошибка повторяется, то есть это пока еще не закодил наш фронтендер. Так, смотрим, что он тут накодил, что он тут сделал. Давайте закроем и слеснем, перезагрузим. Чтобы точно понимать, все ли работает здесь или отвалилось по какой-то другой причине. Вы подтвердили тревогу, да. Заходим. Тревога отправлена, письмо ушло одному контакту. Файл 3 доставленных писем. Окей, хорошо. Нигде никаких уведомлений о том, что записывается 30 секунд аудио, я не вижу. Давайте глянем. Тут куча всего хочет. Ну, если я обновлю, то, может быть, все слетит. Просто вот так вот обновим. Заново отправились файлы. Тревога отменена. А кто отменял тревогу? Это, наверное, стригерилось дважды вход по паролю. Так, ну тут что-то не совсем видно. Присланные файлы, то есть мне необходимо зайти в мой личный Gmail. И тогда в нашем приложении ввести другой
email, ввести реальный. Сейчас я его скопирую, вставил. И добавил запрос на подтверждение. Письмо отправлено. Посмотрю в мой алерт, прилетело. Согласен. Ну, сразу согласен. Возвращаемся сюда, подтвердил. Главное, все вроде бы нормально. И отправляем тревогу. Тревога уже идет. Активная сессия уже существует. Повторные письма не отправлены. Хорошо, ну повторные письма не отправлены. Ага, тут вообще идет какая-то такая глобальная штука, что нет логики. Да, это важно, это важно. Это важно писать. А если я ввел один email, и потом у меня есть... я сменил email, то на новый email уже файлы мои не присылаются. А если я сменил email, то должна быть логика, что я имею возможность опять отправить эту же тревогу, то есть что новые файлы на новый email. Сейчас мне просто возвращается, что тревога уже включена, и все по аккаунту. Кстати, посмотри по аккаунту нашему пользователю, вот этот, который тревогу включил, тревога почему-то была выключена. Посмотри, что выключило эту тревогу, и почему после того, как тревога была уже выключена. Ну, в общем, глянь вот этот момент и коротко мне ответь, что там на... Что там на стороне сервера нужно докрутить. Так, отправили это серверному. И сейчас посмотрим, что у нас. Мы посмотрим мой Gmail. Аудио мне пришло. Вложенный файл M4A, дополнительные данные по тревоге от такого-то пользователя. Это дополнительные данные. Аудио 30 с момента тревоги. Давайте послушаем. Download. Запускаю. Получается, у нас уже все работает. То есть мы запустили наш... Меня похитили, красная кнопка, и аудио записалось. Сейчас я визуально посмотрю на экран. Я включаю, подтверждаю. И да, есть уведомление вот там вот. И вот здесь вот не показывается, но здесь идет такая зеленая кнопочка. Она горит постоянно вот в этом, показывающая, что идет запись. До этого она большая такая появилась, а потом как свернулась в такую миниатюрку. То есть в любом случае пользователь видит, и вот эта штука уведомления есть. И вроде бы записалось еще одно аудиосообщение, которое вроде бы должно мне прийти.
Да, и мне пришло новое. Пришло классно. Пришло как новое сообщение, а не как продолжение предыдущего диалога. Там мы делали определенные хитрости, чтобы это именно так реагировал email. Хорошо. А то мобилка лежала от меня далеко. Сейчас я держал в руках. Давайте послушаем. Да. И вот есть все 30 секунд записаны, так что этот функционал работает. А функционал по записи аудио работает. Это все получилось сделать. Спасибо тебе за реализацию. Commit push, если еще не сделал. Давайте подумаем, какой у нас дальше план разработки, зафиксируем его где-то. А если мы писали в Project Design, тут там, по-моему, было. Кстати, да, GPS еще не готов у нас присылается, но я не вижу моего GPS, хотя он уже подтянут. Так, аудио уже в процессе. Аудио. Давайте подумаем. Как с аудио быть? Аудио. При нажатии кнопки тревоги уже запускается. Тестировать. Тестировать неверный пин при входе. И что еще? Логика, если сменить email, чтобы повторно файлы отправились на новый email, даже если тревога началась и не была отменена. Заложить, если то. Я думаю, где-то так. Дополнен to-do. Отправляем. Ну что, мы еще на шаг ближе к готовому мобильному приложению. Пишем сразу на React Native, чтобы это был гибрид у нас и на Android, и на iOS. Я надеюсь, вам понравилось. Задачи у нас разноплановые, постоянно что-то новенькое. Уплотнился я по информативности, то есть показываю только если я что-то активно делаю, останавливаю запись, когда уже идет процесс автогенерации кода. А с одной стороны, вы получаете меньше опыта, потому что
Я смотрю, как генерируется код, куда, в какой файл пишутся какие команды, но, насколько я вижу по обратной связи, то в основном зрители хотят большую скорость, большую динамику, и вот иду навстречу вашим пожеланиям. Если я не угадал, то можете написать в комментариях. Если угадал, можете подтвердить, что так действительно лучше, чтобы я понимал, в этом направлении продолжать или не продолжать. Хорошо. Желаю вам создавать отличные продукты, проекты. Я очень надеюсь, что будни веб-код блогера вам в этом помогают, что вы смотрите, у вас повышается насмотренность IT. Так что желаю вам финансового благополучия и навеб-кодить ваш проект «Единорог».